Мы взяли машину в аренду. Ты боишься высоты? То есть, когда мы едем наверх, 45 этажей. Если вы живете в этом отеле, то для вас вход на эту смотровую площадку будет платным, но он будет стоить 2,5 евро. Это самый высокий небоскреб Испании, он называется Интемпо. Его высота 192 метра. Билетики за вход на смотровую площадку не выкидывайте, потому что потом вы можете спуститься вниз в бар, вот сюда к бассейну, и взять себе любой бесплатный напиток. Хотят ко мне... Ниже руку. Я погнал. Отсюда открывается очень красивый вид на это водохранилище. А я себе на кухню в Гвадалесте купила вот такую ящерицу оранжевую. В общем, сидели мы завтракали, посмотрели погоду, а в Валенсии ливень целый день. Мы собрались и спонтанно поехали в Каталонию, в Барселону. Нормальные люди бы выехали в 4 утра, так как ехать почти 500 километров, а мы в 9. В итоге в саму Барселону мы въехали около 2 часов дня, еще час тянулись по пробке, чтобы добраться до парка Гуэля. Ну, в общем, чуть-чуть время мы, конечно, сегодня не рассчитали. Вот уже улочки Барселоны вам покажу немного. Красивая она, но чтобы ее полностью увидеть, нужно минимум неделя, наверное, а не пару часов, как у нас сегодня. Барселона. Чтобы добраться сюда из нашей Коста-Бланки, нам потребовалось 5,5 часов. Выехали мы поздно, в дороге были с 9 утра, и вот сейчас уже 3 часа дня, и мы только добрались. Поэтому сегодня в этом видео увидите с нами, скорее всего, больше ночную Барселону. Но что-то мы еще успеем застать днем. Сейчас мы приехали в парк Гуэля, идем смотреть на красоту. Парк Гуэль – самый известный парк Барселоны, который был создан архитектором Антонио Гауди для своего хорошего друга Эусеби Гуэля, который занимался развитием промышленности в Каталонии. При строительстве использовали щебенку, битую керамическую плитку и разные промышленные отходы. У Гауди свой собственный неповторимый мозаичный стиль. Несмотря на межсезонье, народу очень много, и на этой скамейке змеи сфотографироваться нереально практически. Пошли? Сам парк расположен в очень солнечном районе Барселоны, и искусственные пещеры и зал 100 колонн стал хорошим укрытием от жары. Материалы для оформления скамейки змеи, на которой мы сидели, собирали рабочие всех строек. Им велели собирать битую посуду, разные осколки и прочий пестрый хлам, который обычно дети тащат с улицы в дом. Собранными черепками выложили лестницу и парапет. Так был создан первый в истории мусорный коллаж. А яркая мозаичная ящерица на входе парка – это символ Барселоны. Парк на самом деле очень большой. Сегодня весь мы его не пройдем однозначно. Вообще на него смотр лучше уделить где-то от 1,5 до 2 часов. У нас времени мало, у нас всего минут 40. Мы посмотрели самые основные места. И сейчас будем двигаться дальше. Последнее, что Гауди успел сделать в парке, это сложная система дорог и тропинок, по которым приятно побродить в тени деревьев. На территории парка есть детская площадка, фонтаны, бар, музей, посвященный жизни Антонио Гауди, место для прогулок с собаками. Ты хочешь ножками? А кто будет в колясочке ехать? А? Расскажи мне. Ножками сама? Ну давай, иди. Иди. Еще несколько зданий, которые построил Антонио Гауди, мы сегодня постараемся увидеть. Интересно, что платная именно та часть парка с пряничными домиками, ящерицей и скамейкой с змеей. По остальной территории парка можно гулять бесплатно. Билеты можно купить на сайте парка заранее или в кассе у входа. Говорят, что очереди в кассу бывают огромные, но мы приехали во второй половине дня и этого избежали. Стоимость билета 10 евро для взрослого и 7 евро для ребенка старше 6 лет. На строительство этого парка у Антонио Гауди ушло последних 40 лет жизни, представляете? Поэтому, будучи в Барселоне, я считаю, что парк Гуэль – это обязательное место для посещения.
Собор Святого Семейства Саграда Фамилия – еще одно знаменитое произведение Гауди. Создание собора началось в 1882 году. Гауди жил и дышал этим произведением. И жил он, кстати, в самом соборе, в келье незавершенного здания. Когда строительство завершится, высота главной башни Христа составит 172,5 метра. Таким образом, после окончания работ Саграда Фамилия станет высочайшим христианским храмом в мире. Уже вечер, в центре снова пробки. Жаль, что так мало времени у нас сегодня на Барселону остается. Площадь Каталонии – еще одно красивое место в Барселоне. Эта площадь соединяет старую и новую часть города. Здесь красивые фонтаны и статуи, а еще сотни голубей. Мама, можно мне? Алис, ой. Подожди, не кидай, надо держать, чтобы понести. Птички! Птичек много, да? Мама, у тебя есть еще? Нет. Здесь мы поняли, что уже никуда не спешим. Дети бегают за пузырями, всем весело. Выедем в Коста-Бланку нашу часов в 12 ночи. С этого места также начинается пешеходная улица Лас Рамблас. Вообще, я считаю, что чтобы увидеть всю Барселону, нужно прожить в ней как минимум неделю. Видите, наверху светится здание, этаж целый. Это классный ресторанчик, там недорогие цены, очень вкусно можно покушать, позавтракать с видом на город, панорамная площадка. Сейчас мы идем через огромный пешеходный квартал. Здесь много сувенирных магазинчиков, кафешек. Иду искать тарелочку себе на кухню. Эта улица у жителей Барселоны считается примерно как наша Дерибасовская в Одессе главная улица. Новый год. А я себе купила вот такую вот тарелочку с ящерицами. Кто не в курсе, у меня есть дома коллекция темнокожих пупсов. Посмотрите, сколько их здесь. Выберем давай одного. Мама купила Алисе куколку. Покажи ее, какая куколка. Ой, какая красивая. Тебе нравится? Все, куколка едет в Одессу. Алиса едет и куколка. Держи, чтобы не упала куколка. Хорошо, сама вези. Давай. Куколка едет и Алиса едет. Алиса, посмотри сюда. Экскурсионный туристический автобус. Мы очень голодные, но времени рассиживаться в ресторане у нас точно нет, поэтому было решено заехать в Макдональдс, чему дети были несказанно рады. И вот так быстро, жуя картошку фри и гамбургеры, мы добрались до порта. Идем гулять. Шикарные яхты.
Пойдем уже туда пройдемся. Холодина, да, едем. Может быть, туда пойдем? Мы сейчас находимся в Порт Вэлл. Это набережная Барселоны. Тут много ресторанчиков, много яхт. Все, сейчас будем возвращаться в нашу Кастабланку. Ехать нам 5,5 часов, всю ночь проведем в дороге. Я думаю, что часам к 4 утра будем на месте в отеле. Может быть, немножко поспим. Покидаем мы Барселону, Алиса мгновенно ушла в сон, нагулялась, а мы еще не знаем, что, выехав за пределы Каталонии, начнется ливень стеной, дороги не видно, Гена начнет засыпать за рулем, и мы будем считать каждый километр до дома. В итоге в отель наш вернемся засветло к 7 часам утра.